Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами готовим самые вкусные, шикарные, ажурные блины на молоке. Блины на молоке получаются настолько ажурными, до последнего блинчика вы будете выпекать с очень-очень большим количеством дырочек. Весь секрет кроется в приготовлении теста. Оставайтесь со мной, сейчас подробно расскажу, как приготовить вкуснейшие ажурные блины на молоке. Мы начинаем. Итак, друзья, чтобы приготовить блины на молоке, вкусные, ажурные, нам потребуется сегодня 750 мл молока, жирностью у меня 3%, 750 мл здесь в чашке у меня и еще четверть стакана, в общей сложности примерно 810 мл молока, 2 столовые ложки или 30 мл растительного масла, пол чайной ложки соли, 2 столовые ложки сахара, 1 пакетик сухих быстродействующих дрожжей 11 грамм. Также 2 яйца и 500 грамм здесь у меня уже просеянной муки. Для начала нам необходимо четверть стакана молока слегка подогреть, буквально 10-20 секунд максимум, чтобы оно было у нас теплым. Будем готовить сначала опару. Итак, молоко я нагрела. Смотрите, не переусердствуйте, чтобы молоко не было горячим. Оно должно быть именно теплым, чтобы наши дрожжи не погибли. Теперь к молоку отправляем буквально на кончики чайной ложки соли от отмеренного объема. Также из этих 2 столовых ложек сахара берем 1 чайную ложку сахара. Отправляем 11 грамм сухих быстродействующих дрожжей. Хорошо перемешиваем. А далее отправляем в теплое место для того, чтобы опара наша поднялась. Я сегодня буду использовать духовку, разогретую до 50 градусов. Ненадолго отправляю в духовку, чуть позже покажу, что у меня в итоге получится. Итак, друзья, посмотрите, что стало у нас с молоком и дрожжами. Побыли они у нас в духовке примерно 8 минут. Вот такая вот шапка образовалась, полный стакан стал. Все, можно замешивать тесто. Значит, берем чашу, в которой будем замешивать тесто. Отправляем туда просеянную муку в количестве 500 грамм. Сюда же отправляем основную массу молока, оставшуюся я тоже прогрела в микроволновой печи. Отправляем молоко. Венчиком начинаем перемешивать. Сюда же отправляем 2 столовые ложки растительного масла. Также отправляем 2 яйца. Продолжаем все хорошо перемешивать. И отправляем нашу опару, которая, смотрите, продолжает расти. Опару при помощи резиновой лопатки полностью всю стараемся отправить к нашему тесту. То есть со стенок граненого стакана я все это дело вот так вот резиновой лопаткой вычищаю. Продолжаем перемешивать. Смотрим по консистенции. При необходимости добавляем еще молоко. Мне показалась густоватая консистенция. Я в конечном итоге напишу, сколько у меня ушло молока. Сейчас добавлю еще, разогрею молоко и добавлю. Итак, друзья, разогрела еще 100 мл. Добавляю частями и слежу за консистенцией нашего теста. Хорошенько перемешиваем венчиком. Консистенцию мне удобнее проверять при помощи половника. Вот так вот я сверху вниз поднимаю. Плохо размешалось вот здесь, смотрите, прям видите. Счищаю это с половника и продолжаю венчиком тщательно вымешивать. Со дна хорошенько венчиком вымешиваем муку. Вот так. Далее снова проверяем консистенцию. Вот посмотрите, какая должна быть консистенция. Как густые сливки, да? Вот до такой консистенции, значит, доводим. В итоге молока у меня ушло на такое количество муки 850 мл плюс на опару 60 мл. 910 мл молока. Все, отправляем при тех же 50 градусах в духовку. Наша задача теперь, чтобы поднялось тесто, мы его венчиком опять опустим и снова уберем в духовку. В общем, весь процесс покажу, пока убираю тесто в духовку до того момента, пока оно не поднимется. Итак, друзья, посмотрите, как у нас с вами подошло тесто. Мы при помощи венчика его опускаем. И да, когда я его первый раз замешивала, забыла положить сахар. Но ничего страшного, сейчас мы это сделаем. Соль оставшиеся. Все хорошо перемешиваем, опускаем тесто и снова отправляем в духовку. При тех же 50 градусах тесто будет у нас еще подниматься. Да, процесс не быстрый, поэтому делайте все заранее, но, друзья мои, оно того стоит. Вы посмотрите, какие ажурненькие у нас с вами будут получаться блины, и поймете, что оно того стоит. При том, что вы вот так перемешали, убрали в духовку и, собственно, все. Больше в процессе не участвуете. Просто ждете, когда там минут через 40 тесто поднимется.
Перемешали, соль, сахар добавили, отправляем опять в духовку при 50 градусах до подъема. Итак, друзья, вы только посмотрите, еще сильнее у меня поднялось тесто, и прошло всего лишь 20 минут с момента, как второй раз тесто я поместила в духовку. Первый раз, вы помните, я забыла положить сахар, поэтому 40 минут ждала, когда поднимется тесто. Оно поднялось, но просто понадобилось более продолжительное время. А здесь, видите, с сахаром буквально за 20 минут полная чаша теста получилась. Соответственно, мой вам совет, когда будете делать вы по моему рецепту блинчики, соответственно, не забудьте о том, что тесто увеличивается более чем в 2 раза. И вам нужно взять такую посуду, из которой тесто ваше не будет убегать. То есть, что мы сейчас делаем? Мы венчиком опять опускаем наше тесто, вот таким вот образом перемешиваем его. И снова отправляем при тех же 50 градусах. Тесто наше будет подниматься уже 3-й раз. 3-4 раза мы должны вот таким образом поднимать тесто. Посмотрите, какое оно уже пузырчатое, да? Соответственно, и блинчики у нас будут очень-очень ажурные, я вам это обещаю. Все, в 3-й раз отправляю в духовку для подъема теста. Ну что, друзья, вы только посмотрите, все. 3-й раз у нас тесто вот уже чуть не переливается из чаши нашей. Теперь все это дело мы с вами пойдем обжаривать на сковороде. Пойдемте к плите. Посмотрите, какое оно пузырчатое, супер классное тесто. Поднимали мы его трижды. Теперь пойдемте к плите жарить блины уже. Итак, друзья, сковороду устанавливаем на плиту. Я пока зажигаю максимальный огонь. Ждем, когда сковорода хорошо прогреется. Сковорода хорошо прогрелась. Я капаю буквально небольшую каплю растительного масла. При помощи кисточки ее распределяю по сковороде. А дальше смотрите, что делаю. Беру в руку сковороду, беру один половник теста и с краю сковороды начинаю заливать тесто. Вот так, наклоняя сковороду. Тесто опускается. Видите? При необходимости добавляем. Оно такое воздушное. На этом этапе уменьшаем газ. Газ не до самого минимума, а на среднем огне будем обжаривать с вами блины. Если правильно сделали тесто, то тесто заливается вот прям как пена. Видите, сколько образовывается дырочек. Вот такие блины мы еще с вами никогда не готовили. Девчонки, берите на заметку себе, очень-очень удачный рецепт. Далее, газ, значит, мы уменьшили, да, чтобы у нас тесто не пригорало. Когда уже на поверхности мы видим, что тесто потемнело, вернее, пожелтело, оно подсохло, соответственно, да, и мы с краю слегка вот так поддеваем лопаткой. Раз, лопатку засунули, приподняли и перевернули. Таким образом, до аппетитно-золотистой корочки обжариваем блины с 2 сторон, после чего готовые блины укладываем на тарелку. Прошло небольшое количество времени, поддеваем, смотрим, ага, блины поджарились, и снимаем на тарелку. Посмотрите, какая красота у нас с вами получается, девчонки. Кому понравилось, ставьте лайк. Итак, друзья, сковорода у меня с антипригарным покрытием. Поэтому на первый блин я ложила растительное масло. Для вторых и последующих блинов растительное масло я не заливаю. Смотрите по своей сковороде, если она у вас тоже с антипригарным покрытием, то так можно делать. Прям на сухую сковороду, уже прогретую, уже в которой первый блинчик прожарился, наливаю очередную порцию теста. Наклоняю и, как я уже сказала, при необходимости подливаю. Посмотрите, тесто у нас, оно прям как пена. Вот таким образом заполняем сковороду, ждем, когда обжарится, и будем переворачивать. Итак, друзья, тем временем, пока у нас обжаривается второй блинчик, мы берем, у меня есть вот такое топленое масло. Если нет топленого масла, то, соответственно, просто используйте сливочное масло. И кусочек топленого масла кладем на предыдущий блинчик при помощи вилочки. Вот так. Кусочек масла этот растапливаем по горячему блинчику, и у нас будут с вами очень-очень вкусные, сливочные, аппетитные, блестящие блинчики. Вот таким вот образом. Тем временем уже второй блин подошел, видите? Все, таким образом, значит, обжариваем. Каждый блинчик обмазываем либо сливочным, либо топленым сливочным маслом. Смотрите, тесто продолжает пузыриться. Мы его наливаем, а оно продолжает подниматься, пузыриться. В общем, вот такое тесто у нас с вами, девчонки, получилось. Все, я полностью сейчас обжарю блины, затем покажу, какая стопка красивая и аппетитная у меня получится в конечном итоге. Когда уже сковорода прогретая и на ней обжарился первый блинчик, все это легко дальше происходит.
поэтому я больше растительное масло не использую. Но каждый блинчик обязательно мы с вами будем обмазывать топленым сливочным маслом. Ну что, друзья, вы только посмотрите, какие у нас с вами ажурные, аппетитные, блестящие сливочные блинчики получились. Что я вам хочу сказать. По этому рецепту, если вы приготовите тесто, то оно до последнего блина остается в таком пенообразном состоянии, знаете, и за счет этого до последнего блинчика обжариваются с вот такими огромными, шикарнейшими, ажурненькими дырочками. Я всем рекомендую рецепт на 100%. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать эти нежнейшие, ажурненькие блины. Объеденье. Посмотрите, как они выглядят. Это просто шедевр. Мы всех приглашаем на наш мукбанг-канал. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова.